Франция – это лирика, сентиментальность, романтизм, грация, утонченность и элегантность. Все в этой стране пронизано ароматом любви, красоты, нежности и изысканности. Французский кинематограф прекрасен, французское кино непревзойденное, легкое и интеллигентное, а французские актрисы – это эталон женственности. Именно о них сегодня я вам и расскажу. Марина Влади, или русская только с французским паспортом, как подмечает сама Влади. Действительно, именно она в свое время внесла большой вклад в развитие культурной связи между Россией и Францией. Особым моментом в развитии, который стал роман с Владимиром Высоцким. Марина Влади – актриса, известная по фильмам «Летняя гроза», «Перед потопом» и многим другим. В детстве Марину сложно было назвать красавицей, так же, как и Денёв и Бардо, в которых можно найти общие каноничные черты. Но у Влади был особый французский шарм, который выделял ее среди остальных культовых актрис того времени. Актриса утверждает, что все уколы красоты обошли ее стороной, а выглядеть великолепно ей помогают регулярные занятия спортом, пешие прогулки и отказ от вредных привычек, алкоголя и сигарет. Возможно, свою роль сыграла и генетика, так как Владе действительно удается стареть благородно. Она не закрашивает седину волос, не убирает морщины, а наоборот делает максимально легкий макияж и укладку, что лишний раз подчеркивает ее природный шарм. Мишель Мерсье. Эту знойную французскую красотку мы знаем благодаря серии историй о чарующей Анжелике. Благодаря этой роли актриса в один миг стала популярной, но в ее фильмографии есть еще большое количество картин с ее участием. «Скандал в Риме», «Красная капелла», «Гром небесный». Актриса в свои годы также востребована и восхитительна. Сейчас Мишель ведет уединенный образ жизни, но при этом появляется на кинофестивалях. Мерсье бывает и в странах бывшего СССР. Здесь актрису всегда ждет теплый прием. В Советском Союзе фильм про маркизу Ангелов пользовался феноменальной популярностью. Катрин Денёв – французская актриса, которая была любимицей и музой таких всемирно известных режиссеров, как Роман Полански, Франсуа Озон и Ларс фон Триер. Всемирную славу ей принесла роль в мелодраме «Шербургские зонтики» Жака Деми, посвященной трагической истории любви продавщицы зонтиков и обычного парня. Но в отличие от своей романтичной героини, в жизни Катрин Денёв отличалась строптивостью, яркостью и самобытностью. Еще в 17 лет девушка сбежала из дома с режиссером Роже Вадимом. Катрин Денёв действительно стала еще одной роковой блондинкой французского кино, хотя в некоторых странах она ассоциировалась с рекламными роликами, которые также составили часть ее карьеры. Постарев, актриса выглядит замечательно и достаточно естественно. Она не раз говорила, что не собирается замораживать лицо с помощью ботокса. Можно предположить, что Катрин очень повезло с генетикой, так как многие медийные личности в ее возрасте уже вовсю перекраивают лицо, либо же выглядят намного старше Денёв. Бриджит Бардо, пожалуй, главная звезда и секс-символ целой эпохи французского кинематографа. Впрочем, в детстве она не выделялась особой красотой. У девочки были проблемы с кожей и неровные зубы, поэтому она долго ходила со скобами. Родители отвели юную Бриджит в балетный класс, благодаря чему со временем у нее появилась пластичность, грация и сильный внутренний стержень. Мировую славу она получила благодаря фильму «И Бог создал женщину», где режиссеру удалось раскрыть всю сексуальность и романтичность актрисы, ее непосредственность и грациозность. Она защищала права животных и даже основала собственный фонд, ввела в моду юбку-карандаш, платье-рубашку и многое другое, дала новую жизнь джинсам, именно на ней они впервые перестали смотреться как рабочая одежда. Бриджит подарила миру и прическу Бабетта, которая вошла в список трендовых укладок вне времени. Сейчас Бриджит Бардо живет достаточно закрытой жизнью. Судя по фотографиям, стареет она естественно. Актриса не является поклонником пластики и для своего возраста выглядит очень гармонично. Бриджит не старается молодиться, но тем не менее даже в своем возрасте ей удалось не растерять свою внутреннюю красоту и шарм.
Кароль Буке – еще одна красавица французского кино, за которой закрепилось звание женщины-загадки, которая никому не открывает свою личную жизнь. Кароль получила большую известность благодаря роли девушки агента 007. Многие знают ее как лицо бренда Шанель. Кароль Буке снималась у таких культовых режиссеров, как Фрэнсис Коппола, Луис Бунюэль и Бертран Блие. А фильм «Этот смутный объект желания», в котором появилась актриса, получил Оскар и произвел настоящий фурор. Кроме того, актриса известна многим как возлюбленная Жерара Депардье, от которого она заразилась любовью к виноделию. Буке всегда выделялась своей холодной и немного жесткой красотой, за которую ее особенно любили поклонники. Конечно, с годами жесткость ее внешности немного смягчилась, но это никак не испортило красоту актрисы. Выглядит она максимально естественно и даже моложе своего возраста. Изабель Аджани. Актриса не является француженкой по происхождению, но прославилась она именно во Франции. При этом ее внешность никак нельзя назвать каноничной для французских актрис. Смешение алжирских и немецких кровей подарили кинематографу абсолютно нетипичную красоту – нежную, яркую и чувственную. Широкую известность она получила после съемок в фильме о дочери Гюго «История Адели Г» культового режиссера Франсуа Трюфо, за роль в которой Изабель была номинирована на Оскар и Сезар. С годами актриса не теряет своей красоты и привлекательности и явно выглядит моложе своего возраста. Софи Марсо является не только прекрасной актрисой, но и кинорежиссером и певицей. Она получила известность еще в раннем возрасте, когда стала иконой для всех подростков, сыграв в комедиях «Бум» и «Бум 2». Там было все, и проблемы с друзьями, и непонимание родителей, и первая любовь с поиском себя. Все это нашло отражение в душе каждого подростка того времени. После Софи получила мировую славу, снявшись в фильмах «Анна Каренина» и «Любовь с препятствиями» и во многих других. На экране Софи выделялась своей живостью, легкостью и непредсказуемостью. Можно смело сказать, что и сейчас в ее образе все еще чувствуется та же бодрость, движение и жизнелюбие. Марсо активно поддерживает себя в форме, не злоупотребляет пластикой и только хорошеет с годами. Фанни Ардан – очаровательная французская актриса и режиссер, дебютировала в картине «Собаки», но первая роль не принесла ей популярности. Зато следующий проект, где Фанни снялась с Жераром Депардье под названием «Соседка», сделала красивую француженку номинантом на премию «Сезар». Популярна актриса и в Голливуде, так как отлично владеет английским языком. Увидеть актрису можно в таких фильмах, как «8 женщин», где она сыграла вместе с Катрин Денев, «Сабрина» с Гаррисоном Фордом, «Елизавета» с Кейт Бланшетт и многих других. Симона Синьоре – красавица-француженка и первая актриса, которая получила кинопремию «Оскар». Ее карьера актрисы началась во время войны, когда в оккупации Симона познакомилась с труппой артистов и решила отправиться вместе с ними. И, как оказалось позже, вовсе не зря. Девушка прославилась на весь мир, снялась в таких картинах, как «Убийца в спальном вагоне», «Трудный день королевы», «Вся жизнь впереди» и во многих других популярных в то время фильмах. Ани Жирардо. Талантливой актрисой Ани мечтала стать не всегда. Сначала ее прельщала профессия медсестры, но любовь к театру победила. Ани стала настоящей звездой своего времени и лауреатом кинопремии «Сезар» и премии Венецианского кинофестиваля. В ее карьере взлеты чередовались с падениями, а личная жизнь была полна любовных драм. Но даже в тяжелые моменты биографии артистка оставалась верна профессии и до конца своих дней любила только одного мужчину, который, в отличие от кино, так и не сделал ее счастливой.